UFC 330, Ислам Махачев, Ян Мачадо Гэри. Ислам, давай, наверное, начнем с вопроса, который всех болельщиков волнует. Что случилось с Акулой? С акулой жива, здорова, плавает. То есть вы ее словили и отпустили сразу? Да, сказали, никого там не кусай, не кушай, поговорили, отпустили. Не было желания все-таки попробовать ее? Что-то акулу мне не хочется. Ты снова делаешь кэмп в Джерси. Мускофи еще работает или? Мускофи что-то в этот раз поздно приехали. Мы до Мускофи уже сразу купили машинку, сами делали. Я думаю, мы сэкономили порядка, там, не знаю, около 5-6 тысяч долларов на кофе. То есть у Муслима такая такса? Нет, мы, если ходили бы куда-нибудь, ну, на улицу покупать кофе, мы бы тратили бы там деньги, покупали бы там не только кофе, там все. А когда дома готовишь, большая экономия получается. Я к тому, что когда ты готовился к паре, Муслим приехал, забрал вашу машинку, Да. всем продавал кофе, Мускофи он назвал это. Как ты это делаешь? Ну как? Какова? Ну, он нам продавал по-братски. Давай про ММА. Как прошел лагерь? Я у тебя спрашивал на медиадне, что были в лагере ребята, которые могли имитировать Гэри. В твоем лагере вообще был человек, который по комплекции и по росту мог имитировать Гэри? И если не было, то насколько это проблемой было? Я приглашал в кемп Джоэля Арвалеса, который будет на этом турнире. Я спарринговал с Усманом, я спарринговал Амру, вот именно Амру Магомедов и Джоэль, они повыше меня, ну вот посмотреть разницу с моим соперником в росте, они вот примерно одинаковые, даже может быть Джоэль даже повыше, чем он. Насколько продуктивно все это вышло, тем более учитывая, что и у Усмана был бой, и у Умара был бой, и у тебя бой. Как всего? Да, я спарринговался как раз Усман ударник, Амру ударник. Только вот Усман за сколько, не знаю, 5 спаррингов 4 раза ниже пояса ударил. Он любит эти свои типы бить. Но в плане в целом очень хорошо прошло. Мы нашли хороших ребят, кто может сымитировать стиль Яна. Слушай, ну высоких ребят у вас много, но он же высокий, худощавый очень. Насколько это сложнее? Например, я знаю, что коротких ребят сложнее сабмитить, а вот именно высоких, худощавых, с ними как обстоят дела? Ну, длинноногим точно в ноги легче проходить. Все говорили про разницу в габаритах, но что-то вчера, когда вы встретились возле Рокки, как-то это не сильно было заметно. Даже вот ребята в комментариях обсуждают, что разницы особо и нет. Да, и там неправда, у меня, например, вот там то, что написано, 1,78 м, у меня 1,81 м, и я не думаю, что у него 1,90 м с чем-то, потому что вчера вот мне показалось, что мы одной высоты. Ты говорил, что Оливейра единственное, чему может научить Гэри во время спаррингов, это стучать. Но есть вообще что-то в Гарри, чего стоит опасаться? Что-то, чего нет у других ребят? Конечно, есть много чего, чего стоит опасаться, но я не стану на этом фокусироваться. Я вот всегда придерживаюсь своего плана, что мне надо навязать свой план. Выиграет тот, кто навяжет свой план. Состав угла стандартный будет? Хавьер, Хабиб и Усман? Хавьер, Хабиб, Муслим и Сагид здесь с нами. Сагид как раз в раздевалке тоже будет помогать, разминаться, высокий. Я тебе этот вопрос завтра еще на пресс-конференции задам, но для нашей аудитории. Пенсильвания известна тем, что здесь Рокки родился, пусть и вымышленный персонаж. Ты наверняка смотрел его фильмы, как он бегал по лестнице, как он тренировался в России, как он таскал грузы на себе. На твой взгляд, эти тренировки Рокки, они сложнее, чем тренировки у Хабиба? Не, точно, у Хабиба сложнее тренировки. Они даже близко не стоят. То есть, если Рокки отправить туз карьеру в Дагестан, он бы еще круче был? Да, Хабиб потом был бы не про бокс, фильм, а про борьбу. То есть научили бы его еще и бороться? Точно. Ты можешь превзойти рекорд Андерсона Силвы, 17 побед подряд. У тебя 2 пояса, у тебя больше всего защит в легком весе, у тебя может быть 17-0 серия. Какие после этого боя у тебя, в принципе, мотивации могут остаться в ММА? 20-0, давайте сделаем 20-0, чтобы точно никто не побил наш рекорд. Я уже это говорил для зарубежной прессы, но я думаю, 20 будет хорошая цифра. Смотри, 20-0 при твоем графике это еще 1,5-2 года. Ну, почему бы и нет? Готов?
Точно, готов. Ислам, и последнее, что мы скажем болельщикам, зачем им нужно включить телевизор в субботу ночью, точнее уже в воскресенье утром в некоторых регионах, и обязательно просто посмотреть твой бой? Потому что это самый большой бой для российского спорта прямо сейчас, потому что мы защищаем второй пояс, потому что мы бьем самый большой рекорд, который был в UFC до этого момента по победам. И вообще я буду очень благодарен всем и так благодарен, кто поддерживает, кто смотрит мои бои, кто переживает за меня.